В морозный зимний вечер Антон увидел у своего порога кошку, которая, казалось, надеялась, что ее впустят внутрь. Он и не подозревал, что эта случайная встреча станет для него неожиданным подарком судьбы. Отвлекаясь на приготовление горячего какао, Антон не ожидал в такую ночь видеть гостей. На улице стояла стужа, дул пронизывающий ветер, а синоптики предсказывали метель. Проходя мимо входной двери, он заметил, как кошка заглядывает в стекло, тихо мяукая, едва завидев его. Она осторожно постучала лапой по стеклу, словно приветствуя его и умоляя впустить. Подойдя к двери, Антон увидел, что кошка встала на задние лапы, полная уверенности, что он ее впустит. Эта решительность тронула его, и он почувствовал, что не может отказать. Он распахнул дверь, и кошка стремительно юркнула внутрь, впустив с собой струю ледяного воздуха. Антону стало жаль маленькую гостью, было видно, что она провела на улице немало времени. Едва он закрыл дверь, кошка отряхнулась, сбрасывая с шерсти ледяные кристаллики. Присмотревшись, Антон разглядел ее нарядную шубку и пушистый хвост. Она была удивительного окраса, белого с полосками, выглядела ухоженной и совсем не походила на бродячее создание, привыкшее к морозам. Антон направился на кухню готовить какао и решил подогреть для кошки молока. Он налил его в небольшую плошку и поставил в прихожей. Немного помедлив, кошка принялась лакать. Закончив, она последовала за ним на кухню. Она двигалась неспешно, часто останавливаясь, чтобы обнюхать углы и заглянуть во все щели. Антон наклонился и погладил ее мягкую шерсть, а она ответила громким мурлыканьем, ласково трусь о его ногу. Она явно старалась расположить его к себе. «Ты здесь в безопасности», — ласково сказал ей Антон. «Можешь остаться на ночь или настолько, сколько захочешь». Произнеся это, он понял, что говорит искренне. Он действительно был готов приютить эту кошку на несколько дней, а может и недель. Впервые в жизни Антон проводил время с животным, которое не принадлежало ни друзьям, ни родным. В детстве он больше любил собак и мечтал получить щенка на день рождения. Но, живя в многоквартирном доме, он не мог осуществить эту мечту. Вместо этого он играл с собаками своих приятелей. После армии его первая работа была связана с постоянными разъездами. Он побывал во многих городах и любил этот ритм, но он мешал завести питомца, о котором он всегда грезил. Поэтому он, в конце концов, сменил профессию, осел и приобрел собственный дом. Этот процесс занял почти год, и найти место, где он чувствовал бы себя полностью комфортно, было непросто. В каком-то смысле он восхищался уверенностью, с которой кошка пришла к нему. Предложив кошке остатки курицы, он заметил, что та проявила к ним лишь сдержанный интерес, легонько тронув лапкой. Антон вернулся к просмотру футбольного матча. Хотя его внимание то и дело переключалось на чашку с какао, он заметил, как кошка заглядывает в гостиную. Она весело мяукала и с любопытством разглядывала большой телевизор. Антон убавил звук, надеясь, что она останется и составит ему компанию, но футбол ее не заинтересовал, и она вскоре удалилась. Через несколько минут Антон услышал тихое мяуканье из коридора, совсем забыл о матче и пошел проверить свою пушистую гостью. Кошка осваивала территорию, внимательно изучая каждую комнату. Особенно ее заинтересовали спальни, и некоторое время она возилась с одеялом на кровати Антона. Она запрыгнула на несколько стульев и в конце концов устроилась на подоконнике, спокойно наблюдая за падающими снежинками. В гостевой спальне она снова мяукнула, стоя перед шкафом. Антон открыл дверцы, и кошка бесстрашно вошла внутрь. Она направилась прямо к сложенному на нижней полке одеялу и начала усердно его месить. Ее мурлыканье было таким громким, что эхом отдавалось в деревянных стенах. Антон стоял и смотрел, улыбаясь тому, как быстро эта маленькая незнакомка освоилась. Опыта общения с кошками у Антона было немного, но казалось, что это уже чувствует себя как дома.
Он испытал странное чувство гордости от того, что она чувствует себя в безопасности под его крышей, и подумал, что пара царапин на одеяле — небольшая плата за приятное общество. Весь вечер кошка провела в гостевой комнате, мирно и спокойно находясь рядом со своим новым покровителем, и громко мурлыкала каждый раз, когда он заглядывал. Больше есть она не захотела, но попила воды из миски, которую оставил Антон. Удостоверившись, что с ней все в порядке, он отправился спать. На следующее утро Антон начал выяснять, не потерялась ли кошка. Он сфотографировал ее и спросил соседей, но никто не узнал ее и не видел прежде. Он также проверил местное объявление о пропавших животных, но ни одно описание не совпало с той, что теперь уютно устроилась в его гостевой комнате. Антон сделал пост в районных группах и соцсетях, но отклика не последовало. Несколько человек посоветовали отвезти кошку в приют, но Антон не смог бы на это решиться. С самой первой минуты встречи было видно, что кошка доверяет именно ему. Смирившись с мыслью, что кошка, вероятно, задержится на вторую ночь, Антон отправился за покупками. Он приобрел лоток, корм и большую мягкую лежанку. К еде кошка по-прежнему проявляла мало интереса, но новая лежанка ей очень понравилась, особенно после того, как Антон положил на нее полюбившееся ей одеяло из шкафа. Его продолжало беспокоить ее отсутствие аппетита. Она казалась холодной на ощупь, и Антон начал волноваться, не заболела ли она после жизни на улице. Он принес дополнительное покрывало и положил под лежанку грелку, чтобы сохранить тепло. Кошка с удовольствием обминала свою новую постель, но все же казалась немного встревоженной. Антон часто заглядывал к ней, и каждый раз она отвечала громким мурлыканьем. Он рассудил, что будь ей действительно плохо, она шипела бы или пыталась поцарапать его. Поэтому он не стал настаивать на еде, решив, что она просто привыкает. Тем вечером снова пошел снег. Кошка оставалась беспокойной, но Антон позаботился о том, чтобы в комнате было тепло и уютно перед тем, как отойти ко сну. На следующее утро его ждал сюрприз, которого он никак не ожидал. Войдя в гостевую комнату, он услышал тихий хор тоненьких мяуканий. Кошка лежала на своей теплой лежанке. Но теперь она была не одна. В какой-то момент ночи она произвела на свет 3 крошечных котят. Тут до Антона дошло, кошка была не просто малоежка. Она была беременна. По всей видимости, она была бездомной. Но сейчас она выглядела такой гордой, и сердце Антона наполнилось нежностью к этой маленькой семье. Через несколько дней Антон осторожно устроил маму с котятами в переноску и отвез их к ветеринару. К счастью, все были здоровы и получили первые прививки. К тому времени мысль о том, чтобы расстаться с ними, казалась немыслимой. И поскольку хозяева так и не объявились, через месяц Антон официально стал их владельцем. Когда котята подросли и начали осваивать мир, Антон купил им множество игрушек. Мама-кошка быстро стала его верной тенью, и, как ответственный хозяин, Антон позаботился о ее стерилизации. Теперь, когда в его доме жили 4 кошки, искренне его обожавшие, жилище Антона наконец стало тем теплым и счастливым местом, о котором он всегда мечтал. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До свидания.